Даня, привет! Здорово, здорово всем. Давай сразу перейдем к нашему интервью. Я знаю, у вас очень мало времени. Скажи, пожалуйста, насколько хорошо, по твоему мнению, вы подготовились к мажору, над чем потрудились лучше всего и что стоит дошлифовать? Как ты думаешь? Готовились мы к мажору, именно к мажору, скажем так, около 2 недель. Но на самом деле наша подготовка началась раньше. То есть мы тренировались к дримхаку, и параллельно эта подготовка как бы шла к мажору. Вот, на дримхаке мы достойно выступили, там даже выиграли сам дримхак и потренировали некоторые моменты, но чувствовал, что много над чем есть, нужно поработать. Мы сделали небольшой перерыв после дримхака, около недели. И собрались, и вот около 10 дней тренировались, после чего разъехались на праздники, и еще потом дня 3 потренились. Скажем так, готовились на максимум от своих возможностей. Если бы было больше времени, то, конечно, оно бы нам не помешало, скажем так, и нам есть еще над чем работать, много всего можно было бы добавить, просто как минимум потому, что мы относительно молодая команда, Электроник недавно к нам пришел, но вот честно, вот эти матчи на SLEC в Нью-Йорке, они немножко выбили нас из графика, потому что так мы должны были прилетать в Атланту только вот там 9-10, вот, да, вот в эти дни, как сейчас все команды прилетают. Так мы уже улетели 5 числа. Вот, соответственно, вот эти вот там 4-5 дней нам бы не помешали. Но мы, я считаю, поступили мудро. Вот, и продолжили тренироваться и готовиться на месте проведения. Поэтому нормально, все хорошо, есть задачи, есть цели. Минимальная цель — это попасть в топ-8, чтобы попасть в статус легенд. Как бы на это вот, все силы на это вот будем тратить. Ну скажи, а что-то бы, может быть, хотелось дошлифовать, например, АИМ, раскидки, или все-таки все вместе не хватает каких-то вот общих часов тренировок? Ну, наверное, вот индивидуально над индивидуальным скиллом мы поработали, я считаю, хорошо. Вот действительно, у нас сейчас все ребята в индивидуальной форме, в том числе и я в целом, потому что мы тоже много тренировался, чувствовал, что проседал на дримхаке, не дотягивал, и также там на дримхаке было пару моментов, там, кто знает, на Windows 10 есть баг с ironput, вот, и у тебя мышка пролагивает. И вот с такой проблемой столкнулся. Сейчас я ironput уже включаю, и чтобы вообще никаких лагов не было, и играю немножко с другим сенсом, по-другому пришлось перестраиваться, но тем не менее. Вообще, в целом, индивидуальный скилл, я считаю, у нас у всех на хорошем уровне. Что касается тимплея и командных каких-то тактик, фишек, то над этим, конечно, можно было бы еще поработать. Спасибо за ответ. Скажи, а с какой из команд на мажоре вы бы хотели сразиться больше всего? Вот есть такая команда, с которой ты бы хотел встретиться и свести давние счеты, скажем так? Я скажу честно, мне нравится играть с самыми сильными командами. Вот я получаю от этого удовольствие, потому что обыграть действительно крутых ребят — это вот какой-то такой дополнительный адреналин. Э, это, это не одна команда. То есть вот мне очень хочется сыграть с Cloud9, потому что это американская школа, и ребята в хорошей форме, я считаю. Они тоже на последних турнирах выступали очень достойно, также продолжили свои тренировки. И вот мне хочется против них сыграть. У них интересный стиль игры. Также хотелось бы их обыграть на родной земле. Да? Хотелось бы сыграть с Астралис, который будет с девайсом. И ребята, я видел, что последние несколько месяцев набирали обороты, даже без девайса, с Рубини, они играли тоже довольно-таки достойно. И были даже, там сказать, претендентами на победу на некоторых турнирах. Соответственно, с девайсом есть шанс, что они вообще типа будут жесткими, потому что девайс как бы это
один из лучших игроков был в свое время, недавно еще относительно, да, в команде Астралис, да и в мире. Вот. Потом вот эти две команды обязательно. Ну, СК, хотелось бы с СК, конечно, сыграть в полном их составе, потому что не будет Болса, и они сделали ставку вообще на свою команду. Они сказали, что много есть турниров, да, и как бы мажор это для них не приоритет, поэтому они тренируются сейчас все равно с Болсом, а возьмут Фелпса просто, чтобы с ним сыграть на один турнир. Вот, поэтому, ну, с СК интересно, но хотелось в полном составе. Но, тем не менее, СК, как бы даже без одного игрока, в любом случае, это будет серьезная игра. Ну, вот, кто еще? Ну, Фейс, ну, с Фейзами было бы тоже интересно. Но вот больше вот Астралис, Cloud9, вот эти две команды, вот, мне бы очень хотелось, да, с ними сыграть. Желательно, ну, получается, Астралис, они в топ-8, то есть нужно пройти только первый этап, чтобы была возможность с ними встретиться, а Cloud9 уже будут вот на этих отборочных первых. Вот, поэтому... Понял. Скажи, а кто, по твоему мнению, темная лошадка вот среди команд на отборе? Вот кого бы ты выделил? Вот как ты думаешь, кто сможет удивить реально? Вот там столько много интересных команд, а некоторых даже комьюнити и не слышало никогда. Кто сможет удивить? Ну, я считаю, что неплохо могут выступить Misfits. Вот, то есть, не знаю, как к ним относятся, там, где играет Шангарис, Шазам и компания. Я не говорю о том, что они круто сыграют, но я говорю, что они могут неплохо сыграть. Затем есть такая команда, как Liquid, но у них будет замена. Они будут играть с тренером Зевсом тоже, кстати. Только там W. Вот, у него. Ну, вообще, как бы, если бы они полным составом играли, то я бы сказал, что они могут, ну, хорошо сыграют. Сейчас я подумаю. Ну, Renegades. Вот Renegades, я думаю, что... Я не знаю, темная это лошадка или нет. Для кого-то, может... Просто я так... Мне пишут некоторые ребята там куда-то в личку там или в инсту, да, что типа Даня, там подскажи, типа вот как правильно ли я сделал, там наклейки расставил или еще что-то. Я смотрю, вот, ну, Renegades никто не ставит, мало кто ставит. И я могу сказать, ребят, я считаю, что Renegades продут отборочные. Я наклеечку на Renegades поставил. Да, вот. Renegades будут. Ну, я лично буду болеть за наших, честно. Вот я буду болеть за Вегу. Хотел бы, чтобы они тоже попали на мажор. Они в прошлый раз попали. Ну, не знаю. Посмотрим. Авангарды и Кванта Беллатрон это первый, как бы, такой, получается, мажор. Первый такой вообще масштабный такой турнир для них. Смогут ли они справиться с напряжением? Для них это самое основное будет. То есть вот большая ответственность, такой серьезный турнир. Вот, ну, будет очень интересно. Ну, так дальше, я считаю, No Sports должны проходить, Cloud9. Ну хорошо, а как ты считаешь, смогут ли в Leafside в очередной раз пробиться на мажор, или в этот раз чудо не произойдет? Поможет ли Лимсист и сможет ли он там заиграть? Вот лично твое мнение, как услышать про бывшего Я считаю, что у них достойные шансы. Вот, и ну, мне кажется, что они могут пройти отборы, почему нет? У них всегда это получалось, и здесь такой список участников, что ну, надо побороться, и имеют они хорошие шансы. Я знаю, что Assist и компания Flipside много тренировались, особенно и индивидуально их много видел, они играли, и команда они тренились. Я считаю, что у них достойные, ну, хорошие шансы. То есть Хорошо. там уже как бы будет дело удачи. Не говорю там о том, что 3-0 там, потому что 3-0 здесь будет всем тяжело. То есть там буквально две команды, получается, смогут это сделать. Но попасть в топ-8, да, почему бы нет? Я с тобой согласен. Тут уже дело удачи, как ты правильно подметил. А как вот насчет Сизда? Как ты считаешь, он сможет вернуть былую форму? Если да, то за счет чего? Потому что после того, как ты вернулся в команду и стал капитаном, Сизда снялась ответственность, и он перестал быть капитаном, но былую форму не вернул. Как ты считаешь, вот во Flipside у него это получится, или это еще больше его загонит сейчас вот в ситуацию? Я считаю, что ответственности нету, и тут вопрос уже в желании его. Но насколько мы видим, сколько я вижу, желание у него есть.
реабилитироваться и там, может, какие-то амбиции показать, что я вот все-таки не лошара, я нормальный игрок, и я смогу вернуться. Он для этого, по крайней мере, на данном этапе все делает. То есть, как вот я вижу, много тренируется, ответственно тренируется, старается. А больше ничего не надо, по сути. Если ты был топовым игроком на мировом уровне, то чтобы тебе вернуться, нужно просто начать много работать. Смотреть игры, тренировать гранаты, тренировать АИМ, играть, повышать в целом свой индивидуальный скилл. Много. Вопрос уже твоей отдачи, он и будет, не вопрос, ну, оно и будет связывать тебя со временем. То есть, если ты будешь на максимум выкладываться, то есть вообще задротить, скажем так, по полной, то ты просто это время сократишь, когда ты вернешься. Но вопрос в том, что вернется или нет, я думаю, вернется. Просто вопрос, когда. Хорошо, скажи, пожалуйста, каких команд опасается наша команда, команда Natus Windsor, и почему? И опасается ли она вообще каких-то команд вот на этом турнире? Ну, чтобы прям опасаться, мы никого не опасаемся. И да, это вот и Renegades не опасаетесь? И КБФ? Мы никого, мы, знаешь, мы не отбитые, но мы бесстрашные, я так скажу. Мы никого не опасаем. Мы знаем, что есть сильные команды, которые при удачном развитии ситуации могут нас обыграть. Мы это адекватно понимаем. Вот. Соответственно, с этими командами, чтобы выиграть этих команд, нужно мало того, что жестко попотеть, но еще чтобы в некоторых моментах просто повезло. Я вообще считаю, что в CSGO вот есть там топ-10 команд, да, которые каждого может выиграть вот какой-то крутой турнир, а-ля там даже мажор, да, как там в прошлый раз выиграли мы там Гамбитом. Именно из-за того, что ну, вот, могут сойти звезды. Вот у нас Гамбит как произошла ситуация на прошлом менеджере. Мы выиграли у Fnatic, ну да, вышли из группы, попали в плей-офф, попали на Fnatic, которые в тот момент были далеко не сильные, вот именно Fnatic. Потом сыграли с Astralis. В Astralis мы выиграли их карту Overpass, мы были уверены, что они ее возьмут и жестко к ней подготовились. Взяли сами Инферно, а они выиграли у нас Инферно. И представь себе, что если бы мы проиграли их пик Overpass, а мы сами взяли Инферно, мы бы уехали 2-0. Но они выиграли у нас Инферно, мы выиграли у них Overpass. И третья карта, мы долго думали, что это будет за карта. В итоге эта карта Train. И мы на этой карте много практиковали. Ну, прям у нас была очень там жестко построенная игра. И в любом случае, ведя 9-1 за КТ, мы довели до ситуации, взяв пистолеты за атаку, что счет уже был 12-13 в нашу пользу. И там уже просто один шаг для того, чтобы проиграть. И мы там уже, я там уже свою там весь капитанский свой опыт и применил, да, и все там ребята уже собрались на максимум, мы все-таки победили. Ну и в финале нас ждали опять-таки кто? Luminosity, ну то есть команда из топ-2 Бразилии, которую мы уже обыгрывали в финале DreamHack. Мы уже знали, как против нее играть. Мы знали, ну что, да, они были там в жесткой форме, они там прошлись по другой сетке, но тем не менее, в итоге мы выиграем турнир. Что это означает? Ну, сошлись вот звезды. Да, мы были в хорошей форме, но все произошло так, как должно было произойти, чтобы мы победили на мажоре. Соответственно, здесь вот может все что угодно. Здесь могут звезды сойтись для любой команды, насколько я понимаю. Да, при правильном подходе и тренировках. Согласен. Это во-первых. А по поводу нашего, того, именно как мы хотим сыграть этот турнир, мы очень хотим пройти первую стадию и понимаем, что будет еще сложнее пройти отборочный, чтобы попасть, ну уже не отборочный, уже отборочный плей-офф, скажем так, чтобы попасть в Бостон. Вот наша цель попасть в Бостон. Знаешь, вот как телепортируешься в Бостон. И вот там можно было бы созвониться или там вы приедете, да, и поговорить по поводу того, что дальше, какие планы. Что до этого момента здесь будет происходить нереальный экшен. Я это понимаю, что, ну, кто бы что ни говорил, Лех, но и все зрители, ребят, скажу вам честно, что все команды на самом деле больше всего тренируются именно к мажору. И отношения самое серьезное именно, потому что мажор до сих пор остается самым престижным чемпионатом в мире. Турниром мира. Да, потому Друзья, что... запомните это. То, что говорит Даня, это чистейшая правда. Это самый престижный чемпионат на планете Земля по дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Скажи, возвращаясь к теме
прохождения в Бостон. Первый ваш оппонент. Скажи честно, как вы его оцениваете и есть ли хоть какая-то капля недооцененности его? QBF команда. Я скажу так, у нас есть интересный такой момент, у нас в команде идет небольшое такое разделение, да, то есть 3 человека, 3 парня молодых по 20 лет, 3 старика, скажем так, да, там я, Миша, Ваня и Simple Electronic Flame. И Жека там, наш костяк, там уже там старшина, скажем так. И, соответственно, у молодых все что угодно может быть в голове с точки зрения там разорвем или там вдруг проиграем, нервы, тут уже не знаю. У нас опыт, и опыт наш говорит о том, что нельзя недооценивать соперника, нельзя его бояться, нужно подходить профессионально. Поэтому мы все сделаем профессионально и постараемся подойти максимально к игре. Ответственность, мы понимаем важность этого матча и всех вообще матчей на этом чемпионате, но это игра, и здесь есть много разных моментов, рандома и всего чего угодно, поэтому выиграет сильнейший. Таня, вопрос к тебе как к капитану. Я тебя услышал и прекрасно понял, потому что у тебя есть большой опыт, и это не 2-летний опыт. Ты подойдешь с полной ответственностью к игре. Но в первом матче ты все-таки будешь играть ответственно на скилле, или ты будешь палить все страты, которые ты готовил? Ну, откровенно, будешь палить страты с QBF или не будешь? Просто будешь играть ответственно? Или ты не переживаешь по этому поводу? Я думаю, что все будет... То есть у нас будет план А, план Б, план С даже. Вот. С план А это будет, конечно, играть больше на скажем так, на скилле, но разными такими, то есть использовать правильные наши моменты, да, игровые, чтобы вообще в целом поменьше задействовать каких-то тактик. Но если наш план не пройдет, скажем так, то мы будем использовать там план Б. То есть мы подготовим разные стратегии, потому что игра может по-разному складываться. Мы же не знаем, как ребята вообще готовились, какой у них план. Может быть, они сядут и просто нам объяснят, что, ребят, вот эта игра, которую вы себе придумали, она не катит. То есть давайте либо что-то меняйте, адаптируйтесь под нас, либо вам скажем так. Но я думаю, что все будет хорошо. Скажи, какое количество карт сейчас действительно подготовлено на данный момент? И возвращаясь к теме кэш, вы были готовы играть на DreamHack кэш с Heroic. Сейчас вы будете готовы играть кэш или не будете? Лех, я тебе скажу так, ты задаешь такие интересные вопросы, впереди мажор, и если бы мы с тобой разговаривали после этого турнира, я бы тебе вообще рассказывал и про то, какой план будет у нас в первом матче, и про карты, но мы пока что еще... Ребята, Даня ответил на ваш вопрос. Вы вынуждаете меня всегда задавать неудобные вопросы. Вы знаете, что мы работаем с Данилом в одной организации. И вот вам ответ на вопрос. Никто вам не ответит, когда на носу самый престижный чемпионат. Я единственное, что скажу, что мы поработали над своим мапулом. Вот так вот. Спасибо за ответ. Скажи, пожалуйста, почему не удалось удержать турков на Мираже? Вот такой вопрос в лоб. Ведь все так неплохо начиналось совсем недавно. Много факторов. Я считаю, что ключевой фактор, конечно же, это то, что мы только прилетели. То есть мы прилетели и добрались в отель, чтобы вы понимали, в 2 часа ночи. Всех подорвало уже в 8. Поспали 6 часов. Перелет был сложный, долгий. И были, честно, в состоянии этого джетлага. И это чувствовалось. Кто-то, то есть, это, как сказать, это, нет смысла там оправдываться или еще что-то. Тем более мы выиграли по итогу. Да. Я говорю вам как есть. То есть мы реально сидели, Флейми вообще зевал. Мы давали очень хреновую инфу, при том, что мы сняли еще видос перед игрой. Все вроде такие заряжены были. Сыграли первую карту, вели 9-0, все заряжены. И на второй карте начало... Причем сыграли на второй карте нормально еще эту сторону.
И вот на второй стороне чувствовала, что все прямо вот дают инфу, знаешь, вот так slow motion, типа, я на Б выхожу, кто-то есть. И вот такая вот фигня. Это первый момент, который ключевой вообще. Из которого уже пошло все остальное. Пошло из того, что мы уже там не брали раунды свои, тупили, спиной умирали. Ну, какая-то херня. Не сыграли свою игру, короче, я считаю. Это по-любому. Но и могу, конечно, не могу не отметить Space Soldiers, особенно этого Мейджора, этого Хантереса, ну, они как бы жестко, ребята, включились, попадали, молодцы, и как бы сыграли очень круто индивидуально. Вот, когда не ты, тогда тебя. Все очень Скажи, просто. пожалуйста, после победы вот на Дримхаке, как вообще команда почувствовала вкус победы? Как ее психологическое состояние? Готовы включаться и побеждать дальше? Или это был промежуточный этап, который вот для вас был ожидаем? Ой, ну, на самом деле, DreamHack это вообще классная была тренировка, еще и победа, ну, все было круто. Мы проиграли в очень жесткой борьбе Гамбитом, вы помните этот матч, это была очень важная была игра, я считаю, что это был важный проигрыш именно с точки зрения психологии, да, то есть мы проиграли матч, и вот вопрос, то, как мы дальше себя поведем, как все произойдет, какой стержень у команды, и мы не поломались, мы не посыпались, где-то кто-то расстроился, что-то как-то, но мы потом собрались, включились, выиграли другой матч, пошли дальше и выиграли турнир. Этот момент. Второй момент, с точки зрения вообще, мы сыграли много игр, по-моему, 9 карт мы сыграли на турнире, мы много чего потренили, мы потестили, мы посмотрели, на что мы способны. Но самое главное, что мы поймали волну. В какой-то момент мы почувствовали, что мы разгоняемся. Даже в игре с Гамбит мы все время играли, то есть мы не сдавались, мы играли эти допы, мы до последнего боролись. Проиграли ее, чуть-чуть там как бы переборолись, этот проигрыш, пошли дальше, начали разгоняться, поймали волну и в финале обыграли, на самом деле, Моуспортс, там, это чуваки жесткие, я считаю, они вот в последнем турнире, да, вот играли в финале с Фейзами, могли у них выиграть Best of Five, и, блин, они индивидуально круто играют, у них уже и тимплей хороший. Короче, эта победа была для нас показательная того, что мы можем, если мы поймаем волну, если мы зарядимся, мы можем реально круто играть. И наша теперь задача поймать эту волну, вот, почувствовать, что вот мы движемся в правильном направлении. Скажи, пожалуйста, вот за столь короткое время, как мне кажется, за которое Денис Шарипов, электроник, вот, перебывает в нашем коллективе, ты можешь выделить его сильные стороны и рассказать, над чем ему все-таки еще надо работать, так как он молод, и ты, я уверен, все равно замечаешь вот какие-то моменты, которые бы ты бы поправил, если они есть все-таки. Ну, работать нужно, работать над чем? Ну, в первую очередь, нужно обратить внимание на свою дисциплину, вообще и Денису, и молодым нашим ребятам, потому что пока они еще такие, знаешь, шалтай-болтай в некоторых моментах. Ну, говоря именно о Денисе, ну вот дисциплина, это очень важно. Потом самый какой-то контроль, то есть вот такой вот, знать, что я там вот четко буду выполнять какие-то установки, которые себе он... Потому что, опять-таки, где-то бывает летает в облаках. Это вот, наверное, такие вот два каких-то вот таких слабых момента, которые присутствуют. То есть вот, как это правильно одним словом даже выразить, не знаю, там самоконтроль какой-то, поработать именно над этим. Остальное все у Дэна вообще офигенно. Я считаю, что чувак в свои 19 просто очень прогрессивный, уверенный в себе, за всем следит, тенденции, как в жизни, так и в Counter-Strike, это очень важно, потому что когда к тебе попадает чувак, он круто играет в CS, но он, знаешь, он тугой, или он там, не знаю, ты ему какие-то вещи объясняешь просто даже поговорить о чем-то тяжело. Здесь все вообще шикарно, мы находим вообще отличный общий язык, у нас хорошая атмосфера, я считаю, что у нас отличное общение в команде. Вот я лично не буду скрывать, за
Последний, ну не знаю, наверное, вот состав был Нави с Сеней, и вот когда это было уже, года 3-4 назад, я вот не чувствовал такого, как чувствую сейчас. Мне сейчас очень классно играется, мне нравится и Дэн, и вообще вся команда, как и общается, как Ну, вообще все, отлично. что Это происходит. все-таки ответ на психологическое состояние команды, что оно в норме, ребята. А скажи, вот с точки зрения капитана команды, когда пришел Электроник, было заметно, что в большей степени он играет на старых позициях Сизда. Потом вот все началось меняться, ты все это контролируешь. Скажи, эти перестановки, они тяжело давались? Вот сейчас ты говоришь, что тебе уже легко. Были моменты, когда тебе было нелегко? И ты говорил, ребята, ну что же такое-то? Ну я же сказал, идите на А. Очень, очень важно иметь веру в команду, веру в состав. Это очень важно. Когда у тебя нет веры, тебе все дается с трудом. В любой момент. У нас с Денисом была вера искренняя у каждого. И, наверное, понимаешь, ну, как бы сколько мы поиграли перед Дримхаком, сколько мы поиграли с Денисом, ну там 9 дней вместе. И именно благодаря не этим 9 дням, да, которые мы потренировались, а именно нашей веры мы выиграли этот Дримхак. Потому что именно она нас заставляла именно максимально показывать скилл. А скилл у нас есть у каждого игрока большой. И, блин, все у нас есть. И стрельба, и жесткий авик, и клатчер. И, ну, все, что надо, у нас присутствует в команде. Но вот главное иметь веру. Потому что, ну, с Дэном, с Сейзетом, когда я пришел в команду, я прихожу в команду с Мишей, а у команды веры не было. И это почувствовалось сразу. И все, что мы не делали, мы играли без веры. И это была основная проблема. Потому что, наверное, ну, ребята очень много пережили вместе и уже без меня. И, может, какие-то личные были моменты. Вот. И, соответственно, ну, должны были произойти вот эти перестановки, чтобы вот все произошло как надо. И, ну, все, что не делается, все к лучшему. Я думаю, что и Сейзет в какой-то момент скажет эту фразу. Спасибо тебе большое. Скажи, два последних вопроса. Первый это планы после мажора, независимо от результатов. Вот если откинуть результаты, а взять мажор как еще один этап в жизни Нави, вот какие планы? Планов на самом деле масса. Мы прилетаем после мажора, вне зависимости с какой стадии мы вылетим или выиграем мажор, неважно. То есть, когда мы вернемся, хотелось бы, конечно, лучше попозже, числа 29-го, когда именно сыграть финальчик и с хорошим настроением. Скажи, а если бы в финал вышли, вот если выйдете, есть большие шансы, я в это верю. С кем бы хотел сразиться? С СК или с Астралис? Есть команда, с которой ты бы хотел вот этот финал? Ой, блин, сейчас сразу так вот, я подумаю. Ну, СК сильны или нет, как ты считаешь? Вот. Ну, сильные, но я считаю, что они, они не заслуживают выиграть мажор этим составом с одной заменой. Это мое мнение. Ага, Нет, вот так они вот не даже. выиграют. Я считаю, что они не выиграют, да. Посмотрим, конечно. Может, они, конечно, уникальные вообще, но вот могу подтвердить, что нет, не они. Хотелось бы сыграть. Да, честно говоря, все равно. Да есть много, я же говорю, ну, Фейзы, Астралис, там, ну, топовый какие-то сильный коллектив. Ну, Гамбиты, кстати, вот забыл сказать, я считаю, что Гамбиты неплохо могут выступить на этом турнире, потому что они много тренируются, они чемпионы прошлого мажора, и нельзя их списывать со счетов. Ну, смогут защитить свой титул они? Как ты Я считаешь? считаю, что они могут достойно выступить. Вообще, вот они могут быть очень такой серьезной, в кавычках, темной лошадкой, не знаю. По поводу планов, Вот, да. вообще, на самом деле, эпик бы был бы, если бы мы с ними сыграли в финале, я считаю. О, да, этот финал ждет не только все СНГ, но и вообще... Я думаю, что тогда мы хайпанули бы жестко вообще. Ну да. Так, на планах мы закончили или есть еще что добавить? Нет, по планам я пытаюсь сказать, я хотел сказать, да, что мы прилетаем, у нас сразу есть отборы на матч, который мы не сыграли, по-моему, с Гоцент, есть ЛСИ, а потом у нас отборочные в Катовицу,
по-моему, не 5-6. Потом буквально числа уже там, по-моему, 15-го StarLadder в Киеве. Кстати, всех ребят приглашаю от имени StarLadder. Блин, покупайте билеты, будет крутое событие, крутой турнир. Я не знаю, уже был ли анонс, но вот будет 15 числа, 15 получается февраля, StarLadder в Киеве, крутой. Вот. Это потом, если пройдем отборочные в Катовице, мы планируем их пройти, то 25-го вот сыграем StarLadder, буквально через дня 3-4 мы вылетаем в Катовицу, где будет тоже очень серьезный турнир. Вот. И дальше там уже у нас идет март. В марте у нас мы летим, по-моему, в Китай за сборную в ЭСГ играть Украины. Короче, там у нас все в планах очень много. Вот. Так что график... Скажи еще вот последние слова нашему комьюнити, вообще всем фэнам Нави, чтобы они нас поддерживали на мейджоре. Да, скажу. Ну что вам сказать, ребят, болейте за нас, что топите, верьте, мы искренне готовились, мы сделали максимум, вот, который от нас зависел, и продолжаем работать, мы не останавливаемся. У нас есть вера, мы очень хотим победить, мы реально собираемся разгоняться прям как жесткий какой-то скоростной паровоз. Ваша вера, ваша поддержка, это для нас такой определенный толчок, ребят. Если вы хотите, чтобы этот паровоз полетел очень далеко на этом турнире и вообще в целом в ближайшее время. Я вас всех поздравляю вообще со всеми праздниками. Вот. Елка у нас еще вот стоит, ребят. Я специально, да. Стоит. 2018 год должен стать для Нави особенным, вот так вот, потому что, как вы знаете, в жизни есть интересный такой моментик, что в жизни у людей раз в 7 лет происходят кардинальные какие-то такие вот изменения. Я, кстати, не знал, но это очень интересная теория. Да, 7 лет назад, в 2010-2011 годах, команда Нави стала впервые чемпионом мира. Чемпионом мира 4-кратными, кстати. И вот прошло 7 лет, и вот пора заводиться и показывать, что вот этот состав, и мы вместе сейчас в этом году можем многого чего добиться и выиграть не один чемпионат мира. У нас тем более серьезные амбиции. Всех обнял, Даня Зев, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, как Нави, так и Зевса. Даня, хотел... Следите, хайпим, жестко все. Даня, хочу тебе сказать... Красавчик. Спасибо, Привет, спасибо. Украина. Даня, хотел тебе сказать огромное спасибо за крутое интервью. На самом деле, ребят, честное слово, вот мы выдернули Даню, у него сейчас 10 часов утра, кучу работы, кучу тренировок, мы видели, где вы тренируетесь. Спасибо за откровенную игру, мы желаем вам удачи. Оставайтесь, ребят, с нами. Даня, скажи, если выиграешь мажор, в прошлый раз, ты как помнишь, ты придумал маленький челлендж, который на сцене все-таки исполнил. В этот раз давай что-то придумаем сейчас с тобой. Есть определенная шапка. Вот, она очень интересная. Подожди, это что за шапка? Ну, подожди. Вообще у нас, короче, есть шапка, она такая, типа, женская, тут такая сеточка, тут такие ушки, и вот мы думали, что если я с ней выйду и просто крикну Олаф Мессер, я тебя люблю, то есть, как бы, уже без подготовки. Мне кажется, это будет жесткий хайп. Ну все, ребята, если Даня берет мажор, в этот раз он надевает эту шапку. Эту шапку надеваю, но что кричу, Лех, что кричу? Что кричу, придумаем попозже. Все, спасибо за интервью, Даня. Увидимся 24-го, я прилечу к вам, будем снимать влоги. Всем пока, спасибо, что смотрели нас, ребят. Давайте, до встречи, ребят.